Типа выбирайте, я сейчас внутрь зайду. FlyArystan, компания Сараптамалық желает всегда летной погоды, а мы продолжаем. Ал енді өз ісінің мамандарын пікірін білу үшін құрметті қонақтарымызды сахна төріне шақырамыз. Приглашаем наших спикеров на сцену. Уважаемые представители СМИ, хотелось бы отметить, что интервью можно будет взять после мероприятия наших гостей, а также, конечно же, спикеров. Первое слово предоставляется президенту группы компании FlyArystan господину Питеру Фостеру. Пожалуйста, мне так. Ой, кешіріңіз. Ең алдымен сөз кезегі предоставляется председателю правления Самұрық-қазына Ахметжану Смагуловичу Есимову. Потом ему да, потом менен кейін. Иә. Қайырлы күн, құрметті жиналған қауым. Біріншіден баршаңызды 1 мамыр қазақ халқы бірлігі күнімен шын жүректен құттықтауға рұқсат етіңіздер. Осыдан тура жарты жыл бұрын елбасымыз Нұрсұлтан Әбішұлы Назарбаев халыққа тиімді, арзан әуе қатынасын ашу туралы тапсырма берген. Сол тапсырма бүгін орындалып отыр. Үлкен жүйелі жұмыс атқарылды. Бірінші ұшақ Алматыдан елордамызға келіп, қазір ғана қонды. Бүгінгі күннен бастап осы қатынастар Қазақстанның басқа да қалаларменен ашылады. Бұл әрине біздің әуе жүйемізге белгілі де атаулы күн деп айтуға болады. Уважаемые присутствующие, сегодня начинает свои полеты компания FlyArystan, которая создана по поручению Елбасы Нурсултана Абишевича Назарбаева. Это поручение он давал ровно полгода назад. За это время проведена большая системная работа, прежде всего компания FlyArystan. FlyArystan — это дочерняя компания FlyArystan. Большая работа проведена FlyArystan нашими специалистами, совместно с госорганами, совместно с депутатами
поскольку надо было принимать некоторые поправки законодательства, чтобы создать правовую базу для полетов данного лоукостера. Это мировая практика, она с каждым годом набирает больше оборотов. И, как наш президент говорил, в это время большой конкуренции очень ценно, чтобы скорость принятия решения и время определяет конкурентоспособность любой страны. Поэтому то, что открылось движение данного лоукостера в пределах нашей страны, а в перспективе и за рубеж, дает возможность нашим гражданам более быть мобильными, экономить большое время. Поэтому главное, что авиапассажиры с пониманием отнеслись, с большой заинтересованностью. 29 марта была объявлена продажа билетов, и она очень активно происходит. Были дни, первые дни, когда билет продавался в течение 1 минуты, в смысле имеется в виду, каждую минуту продавался 1 билет. То есть это говорит о большом интересе. Теперь главная задача компании FlyArystan, дочерней компании Airastаны, совместно с Airastaной, с другими специалистами обеспечить четкое график движения, качество обслуживания, ну и самое главное – безопасность. В этом плане я желаю слаженной, хорошей работы новой авиакомпании. Спасибо, что пришли. Еще раз с праздником. Благодарю вас за внимание. Көп рахмет, Ахметжан Смағұлы. Келесі сөз кезегі Airastana компаниялар тобының президенті Питер... Келесі сөз кезегі министр индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан Роман Васильевич Скляр. Пожалуйста, вам слово. Дорогие друзья, сегодня мы присутствуем на торжественном событии по поводу запуска первого рейса нашего лоукостера FlyArystan. Модель лоукост-компании внедрена впервые в Казахстане по поручению первого президента страны Елбасы Нурсултана Абишевича Назарбаева. Ежегодно в нашей стране растет количество авиапассажиров. Так, за прошлый год было перевезено почти 8 миллионов пассажиров, что на 6% больше показателя предыдущего года. Стабильный рост демонстрирует транзитный пассажиропоток, который с 2010 года вырос в 45 раз, с 20 тысяч до 900 тысяч пассажиров в прошлом году. Открываются новые международные авиарейсы. На сегодня мы имеем авиасообщение с 27 странами по 97 международным маршрутам. Для повышения доступности Международного финансового центра Астана будут открываться новые маршруты, о которых вы услышите уже в текущем году и в следующем году. Как показывает международная практика, на сегодняшний день наиболее активно развиваются лоукостеры с преимуществом низкого уровня затрат для авиапассажиров и по уровню затрат своим и темпом роста опережает классические авиакомпании. В этих процессах мы не должны оставаться в стороне, поэтому вновь созданный низкобюджетный перевозчик FlyArystan позволит увеличить мобильность населения за счет туристической и деловой активности. Разрешите от лица министерства, дорогие друзья, поздравить вас с таким важным событием, пожелать успехов и еще раз поздравить с праздником. Спасибо. Сонымен сөз кезегі уф дегенде жеткен сияқты, иә? Следующее слово предоставляется президенту группы компании Airastana господину Питеру Фостеру. Қошемет білдірейік. This is working. Chairman, Minister, friends, colleagues, thank you so much for coming out here on the 1st of May. And I wish you all an extremely happy 1st of May holiday. It's a big day here in Kazakhstan and around the world. So thank you for being here and thank you for your support. Господин председатель, господин министр, дорогие друзья, коллеги,
Я очень рад видеть вас здесь всех сегодня, 1 мая. Я рад, что вы смогли прийти, чтобы разделить нашу радость. И также хотел бы поздравить вас с праздником 1 мая, Днем единства народов Казахстана. On the 15th of May 2002, Ayristana was launched, and I'll just remind everybody that that was also on the initiative of the first president. 15 мая 2002 года состоялся инаугурационный рейс авиакомпании Air Astana. И я бы хотел напомнить всем здесь присутствующим, что Air Astana как авиакомпания также была создана по личному поручению первого президента Республики Казахстан Елбасы Нурсултана Абишевича Назарбаева. And over these years, we have been able, with the support of so many people, to build a world-class airline that is now seen and experienced and enjoyed by passengers around the world. За прошедшие годы с помощью наших партнеров и наших пассажиров, конечно же, нам удалось создать авиакомпанию мирового уровня, услугами которой с удовольствием пользуются как в Казахстане, так и за рубежом. But times change. Но времена меняются. And in today's world, Kazakhstan, a modern country, a young population, a mobile population, a very different demographic to that which we had back in May 2002. И в современном мире Казахстан, как динамично развивающееся государство с молодым населением, у которого очень высокая мобильность, представляет собой уже другую сферу для работы, чем было для авиакомпании Air Astana в свое время. And it is right, therefore, that we bring low-cost, frequent travel to this young, dynamic population of the country in which we live. И абсолютно правильно, как я считаю, было создать лоукост перевозчика именно для нужд и потребностей этого молодого поколения, обладающего высокой мобильностью. I'm very proud, of course, that we have been able to fulfill the assignment of the first president 6 months ago. Мы очень гордимся тем, что нам удалось выполнить личное поручение Елбасы, данное нам ровно 6 месяцев назад. I'd like to thank so many people for that. Our shareholders, Samra Kazina and BAE Systems, the Ministry, the Civil Aviation Committee, the Majlis, the Senate, the airports here. So many agencies and so many people have played a part in supporting what has been obviously a very vast amount of work done over a short period of time. За этот успех, за то, что мы смогли добиться этого результата за такой короткий промежуток времени, несмотря что работы требовалось сделать очень много, мы должны поблагодарить очень много людей. Это в первую очередь наши акционеры, фонд Самрук Казана и BAE Systems, Министерство индустрии и инфраструктурного развития, конечно же, Комитет гражданской авиации и аэропорт здесь, конечно. But I'd just like to say that, you know, from the eastern side of the Black Sea to the western border of China, this huge region of Central Asia and the Caucasus, we are the first genuine homegrown low-cost airline. Я здесь хотела бы только обратить внимание, что здесь именно в нашем регионе, если брать именно между Черным морем и Китаем, и именно в Средней Азии, мы первые, кто такой лоукостер запускает. And so whilst we now bring low-cost travel to the people of Kazakhstan, it is our ambition and intention that FlyArystan establish itself not only as the low-cost airline of Kazakhstan, but also of the entire Central Asian and Caucasus region. И хотя запускаем мы FlyArystan только с внутренними маршрутами внутри Казахстана, у нас уже есть планы и амбиции по открытию международных маршрутов для того, чтобы FlyArystan стал первым лоукостером не только в Казахстане, но также в Среднеазиатском и Кавказском регионе. And finally, I would like to thank most of all my colleagues, not only those in Ayristana, but also this new young management team that we've appointed in FlyArystan, who've done a huge amount of work and will continue to do so. They've done a great job, and I'd like to publicly
acknowledge and thank the efforts of my terrific colleagues. Thank you. В заключение, конечно же, я должен поблагодарить своих коллег не только в авиакомпании Air Astana, но и в FlyArystan, в частности, новую управленческую, совсем молодую команду, которая была назначена для данного проекта. Они проделали огромную работу, и я хотел бы здесь перед всеми присутствующими выразить свою благодарность им. So thank you, Chairman. Спасибо, господин председатель, господин министр. Before we leave the stage, we just have a small gift. Прежде чем покинуть сцену, у нас есть небольшие подарки. So if I can just ask, here we go. Первая картина. So, Chairman, it's actually a painting. It's not a photo. Ахмеджан Смагулович, это картина. Она выглядит как фотография, но на самом деле это картина. There we go. Go. So we keep it for you back here, and we have a plane as well. Minister. Also for you, it's a Роман Васильевич it's также. actually a painting. It's not a photograph. Не photograph. Не фотография, а картина. Хотелось бы повторить в честь сегодняшнего мероприятия. Perhaps, gentlemen, if we could. Естелки сурет. Құрметті меймандар, көп рахмет назарларыңызға, және осындай мерекелі күнде келіп, біздің қуанышты сәтімізбен бөлісуге келгендеріңіз үшін көп рахмет. Енді бір тойдан қалмайтын боламыз. А теперь приглашаем всех на перерезание красной ленточки.
просит отойти через 10-15 минут. Да. Что, выключаете, да? Ну, я перезвоню заранее, если смогу. Вообще, откуда они будут разрезать? Можете? Операторы, можете? Сколько операторов? Нормально беседуем? Да, вот так. Ребята, назад возьмите, кто вы сели вперед? Назад. Девочки нормально стоят или еще подвинуться? Нормально. Вообще, если подвинулись, нормально. Ребята, вы назад. Давайте. Чуть-чуть можно. Полосу саму освободите. Гриша, так нормально? Да, вот так нормально. Чуть-чуть в стороночку, да? Блин, здесь тоже рядом люди стоят. Я же не просто так здесь стою. Кто вылетает с FlyArystan, пожалуйста, вагон, не поднимайтесь. Идите за мной, мы пойдем на посадку. Вагон поднимается только те, кто остаются здесь. Сейчас, походу, начнется, не знаю. Не знаю, здесь этот, короче, перерезание ленты. Нет, сейчас вот эти будут. И сниму. Они потом, наверное, будут заходить, не знаю даже.